Всем привет! Дождались! АвтоВАЗ услышал водителей и выпустит Ниву с более мощным мотором. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Цены на новую Ниву вы уже сейчас можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Также помните, что некоторые нормальные дилеры в России, чтобы иметь хоть какие-то продажи, распродают автомобили по адекватным ценам. Их немного, но они есть. Посмотреть все горячие предложения вы можете, перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте Автоспот в поиске интересующий вас автомобиль, и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, Автоспот поможет сэкономить вам деньги. Ссылку на автомобили с адекватной ценой я оставил в описании, пользуйтесь. Практически всем хороши отечественные внедорожники от АвтоВАЗа. Можно сказать, что именно Нива стала самой удачной моделью завода за все время его существования. Машину признали не только на родине, но даже в США и Японии. По всему миру у нее хватает фанатов. Вот только одного не хватает владельцам ВАЗ-2121 и Chevrolet Нивы – более мощного мотора. И если первая Нива еще более-менее как-то едет, то Нива сразу начинает задыхаться, если чуть прижать педаль газа ближе к полу. А уж если вас угораздило заезжать в горку с включенным кондиционером, то лучше сразу цепляться лебедкой за ближайшее дерево. Она и то быстрее вытянет, чем слабый мотор под капотом. Но судя по последним новостям, руководство предприятия услышало многолетний призыв отечественных автолюбителей. Новый глава компании Максим Соколов анонсировал, что в 2023 году нам стоит ждать Ладу Ниву Легенд с более мощным тяговитым мотором. Выпускаться новая модификация будет параллельно со стоковой Нивой. Скорее всего, к более мощной приделают какую-нибудь приставку в стиле избитого слова «спорт». Дизайн кузова, интерьер и другие детали останутся без изменений. Руководители АвтоВАЗа уверены, что замена силового агрегата на более мощный вдохнет в старенькую модель новую жизнь. Какой же мотор поставят на Ниву? Они хотят попросту поменять нынешний движок ВАЗ-21214 на мотор ВАЗ-11182, который сейчас можно встретить на Ладе Гранте и Ларгусе. Если первый мотор развивает 83 лошадиные силы, то второй уже 90. Дождется ли таких изменений Лада Нива Travel? Пока про нее никаких новостей в подобном ключе нет. Но хотелось бы, потому что на бывшую Ниву и вовсе ставится мотор с отдачей всего 80 лошадей. А сама она крупнее, поэтому ей более тяговитый двигатель нужен, как воздух. Ну и обещанная мною шутка юмора. Дорогая, если я умру, ты не горюй. Сразу замуж выходи, будь счастлива. Единственная просьба, пусть сыновей правильно воспитает. Как ты заебал, нормальный суп, не хочешь – не ешь. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Вы рады тому, что АвтоВАЗ наконец-то занялся моторами для Нивы? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что самая большая подлость жизни – мы хотим того, чего у нас нет, а то, что у нас есть, нас не интересует.